Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать одежду для нашей любимой куколки Эмили. У меня есть на канале видео, как мы вязали такую куколку. Вот как она выглядит без одежды. У нее имитация колготок. И так она голенькая. Но нам нужно ее уже скорее нарядить. Давно обещала сделать это видео, но все никак руки не доходили. И наконец сегодня мы с вами будем вязать одежду для куколки. Сегодня мы с вами свяжем, начнем с самого простого. Сделаем шарфик. Свяжем шапочку с помпоном. Сделаем помпончик такой. Такая шапочка. Свяжем платье, сзади оно у меня на пуговичке, украсим цветочком и туфельки, чтобы наш образ был завершенным. А в следующих видео уже будем вязать кофточки теплые с рукавами, жилетки, юбочки, комбинезоны, но это уже будет чуть попозже. Что нам понадобится? Ну, конечно же, пряжа. Будем сейчас подбирать. Я, наверное, буду вязать из бордовой, чтобы у нас были две подружки. И они у меня в одной цветовой палитре, поэтому буду вязать бордовую шапочку с шарфиком. Туфельки буду делать бежевым цветом. Вот из этой нитки. Мне кажется, она хорошо подходит, сочетается с остальной пряжей. Платье сделаю, но сейчас все решим по ходу вязания. Шарфик также будет бордовый. Так, понадобится крючок. Если куколку мы вязали крючком 2 мм, одежду буду вязать крючком 3 мм. Вот 3, троечкой. Также понадобится иголка с тонкой ниточкой и пуговицы, чтобы пришить на платье. Маркер. Когда будем вязать туфельки, нам пригодится. Ножницы. Ну и хорошее настроение. Также нам понадобится 2 колечка. Я вырезала их из ватмана для изготовления помпона. Диаметр 2 сантиметра 3 миллиметра. И внутреннее отверстие, ну, примерно 5-6 миллиметров. Вот такие 2 бумажных кольца. Итак, начинаем с самого простого, с шарфика. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из воздушных петель. Набираем 56 воздушных. 1, 2, 3, 4. Вяжем не туго. 5, 6, 7, 8. Давайте наберем самостоятельно и встретимся. Набрали цепочку, и теперь во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида, первый в следующую воздушную петлю. Так, второй столбик без накида, и так в каждую петлю по цепочке провязываем по столбику без накида, и у нас получится 54 столбика. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик в начальную воздушную петлю. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема. Разворачиваем. И начиная с первой петли, с первого столбика, вяжем по столбику без накида в каждый столбик, но за заднюю дольку. У нас каждая петля состоит из 2 половинок. Вот вставляем крючок под заднюю стеночку. Второй, третий. И каждый столбик провязываем за заднюю дольку столбика предыдущего ряда. И у нас получится также 54 столбика. Аналогично второму ряду провязываем и третий ряд. Также делаем в начале ряда воздушную петлю подъема и в каждый столбик
Также за заднюю стеночку провязываем 54. Наш шарфик будет состоять из 3 рядов. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Ну вот, третий ряд готов. Такой шарфик у нас получается. Сделали последний столбик без накида. Закрепка в конце ряда. И отрезаем ниточку. Хвостик оставляем примерно 5-6 сантиметров. Сейчас сделаем бахрому на концах. Вот нарезаем отрезки нити примерно, по сколько тут сантиметров, по 15. Буквально 2 отрезка на один хвостик. Слишком пышный не надо, потому что одежда у нас и так объемная вся. Еще если будет слишком пышная бахрома, вот на этот сейчас вставим. Давайте по одной, наверное, ниточке пополам сложили, вставляем с одной стороны, сейчас еще, наверное, общий узел завяжу. Так, вторая бахрома рядышком. Вот. А здесь вставлю посередине ниточку, потому что у нас 2 хвостика торчат. Вот так. И теперь общий узелок. Так, все, отрезаем, чтобы все хвостики у нас были одинаковой длины. И такой же узелок делаем и со второй стороны шарфика. Вот так. И оставляем кисточку также. Все, шарфик у нас готов. Сейчас приступим к провязыванию шапочки. Но для начала давайте сделаем помпончик. Для этого отрезаю также нить, примерно 20-25 сантиметров. И прокладываем как бы ее между колечек 2. Так. Теперь отрезаю подлиннее нить, пусть сантиметров 80, сколько тут она у меня. Если не хватит, потом еще отрежу, добавлю. И вот так низ пихом накладываем. Смотрим, чтобы ниточка у нас была в середине. И при помощи крючка хвостики у нас сходятся, но они вокруг колечка маленького. Так, и теперь низ пихом ровненько обматываем наше бумажное кольцо. Так, хвостики не потерялись, у меня тут все в порядке, да. И вот так обматываем колечко виток за витком. Вот ниточка закончилась. Берем следующий отрезок, также прикладываем и продолжаем обматывать кольцо бумажное.
И так делаем до тех пор, пока вот это внутреннее отверстие не будет полностью закрыто, чтобы наш помпончик был попышнее. Все обмотали, достаточно. Эти хвостики сразу отрежем, какие выглядывают. И теперь берем вот эти два конца, немножечко отводим в сторону, и нам сейчас нужно острыми ножницами вот так по кругу ниточки разрезать. Вставляем ножницы между двух колечек. Вот у нас бумажные кольца. Смотрим, чтобы хвостики наши были целые. Мы их не должны сейчас повредить. Надо их беречь. Так, мне надо было ножнички другие взять. Эти все-таки для не предназначены для такой работы. Так, пойду другие ножницы возьму. Все, вот такими острыми ножничками, я думаю, будет лучше, чтобы не мучиться. Все-таки тут много слоев. Да, они, конечно, намного удобнее. У меня тут и кольцо что-то задевается, но нитки темные. И главное, нам не повредить вот эти хвостики, которые длинные торчат. Сейчас с этой стороны. Все. И теперь завязываем узелок. Он у нас сейчас прячется между двух колечек, также туда уйдет. И эти кольца нам можно уже освободить. Какую-то нитку не разрезала. И снимаем колечки. Сейчас посмотрю повнимательнее. Все, вынимаем. Все, лишние ниточки отрезаем, которые у нас выглядывают. И помпончик наш готов. Можно еще один узелок завязать, чтобы он был более прочный. Так, все, мусор убираем. И теперь приступаем к самой шапочке. Также делаем крючок 3 миллиметра, начальную петлю. Набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Первый, в следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый столбик и в начальную петлю последний шестой столбик без накида. Сначала мы свяжем резинку, соединим ее в круг и потом будем провязывать макушку, верх шапочки. Далее делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем и за задние дольки столбиков в каждый столбик также провязываем по 6, по одному столбику, всего 6 столбиков получится в ряду. Второй, третий, четвертый, пятый и в последний столбик шестой. Воздушная петля подъема, разворачиваем и также вяжем за задние дольки в каждый столбик по столбику без накида. В каждом ряду у нас по 6 столбиков без накида. Так вяжем резиночку. Длина ее у нас равна обхвату головы, но, конечно, она должна быть посвободней. У меня это получилось 48 рядов. Вяжем самостоятельно. Я уже развернулась и вяжу другой ряд также за задние полупетли.
Такая резиночка эластичная. Давайте свяжем до нужной длины и встретимся. Ну вот мы провязали резиночку. Таким образом можно было вязать и шарфик. Делать резинку не вдоль, а поперек. Давайте померим на куколку, как она у нас по обхвату головы. Все сходится хорошо. Больше не нужно, а то она будет слетать и не будет держаться на голове. Итого у меня получилось вот хвостик начальный. Считаем вот эти ребрышки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. И сейчас сделаем 24. Соединим нашу резиночку в круг. Вот складываем пополам. И в каждый столбик провязываем по соединительной петле на двух половинках, на одной детальке, и вот второй краешек также соединяем. Третий соединительный. Замыкаем в круг. Так, ну вот, все, соединила. Сейчас вывернем. Все, резиночка готова. И теперь нам нужно по кругу провязать по столбику без накида в каждый ряд. И у нас получится также 48 столбиков без накида. До ребрышка, после ребрышка вставляем крючок. Теперь перед ребрышком. Вот это я называю ребрышко. После ребрышка. Так, и вот так потихонечку провязываем по кругу, и у нас получится 48 столбиков без накида. Это может быть и больше, меньше, смотря сколько вы набрали, какой длиной резиночку. Здесь уже не так важно. Так, вяжем по кругу, подходим к концу ряда и вяжем по спирали. В каждый столбик провязываем по столбику без накида. И давайте провяжем 7-8 рядов в высоту столбиками без накида. И далее начнем делать убавочки, чтобы наша шапочка сужалась к макушке, аккуратно сидела на голове куколки. Ну вот мы провязали несколько рядов столбиками без накида. Я даже не знаю, сколько тут у меня рядов. Ну вот 3 сантиметра примерно. 3,5 от резинки. Далее делаем убавки. Давайте последний столбик пометим. И теперь убавочки делаем через 7 столбиков. Итак, вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь убавка. Вытянули. Вставляем крючок в следующий столбик, вытянули, 3 петли на крючке, закрываем. Вот такая убавочка. Снова вяжем 7 столбиков по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и снова убавка. Так, вяжем до конца ряда. Подходим к концу ряда, сделали последнюю убавку, довязываем оставшиеся столбики без накида. И теперь в следующем ряду будем делать убавки через 4 столбика. Первый,
второй, третий, четвертый. И теперь снова убавка. Вытянули, в следующий столбик вытянули. Закрываем. Снова 4 столбика по одному. И снова убавочка. Итак, в этом ряду делаем убавки через 4 столбика, в следующем ряду через 3 столбика, в следующем через 2 столбика. Давайте провяжем эти 3 ряда. Вот этот, который начали, еще 2 самостоятельно, через 4, через 3, через 2 и встретимся, посмотрим, что у нас получается и как дальше будем делать убавочки. Вот что у нас пока получается. Такой формы. Мне кажется, уже такой высотой шапочки достаточно. Выше не хочется. Давайте теперь сделаем сплошные убавки. Уже хочется прям стянуть ее посильнее. Итак, убавка. Даже не будем через один столбик, а сразу сделаем убавочки. Убавка. На следующих 2 столбиках убавка. Вытянули, вытянули, убавка. И так вяжем по кругу. Оставляем хвостик и затягиваем оставшееся отверстие. Давайте довяжем этот ряд и затянем макушечку самостоятельно. Вот шапочка готова. Сейчас пришьем помпончик. Просовываем ниточки. Первый хвостик, которым мы стягивали сам помпончик. Выводим сюда же крючок. Немножечко отрезочек мы тут пропустили, чтобы... Так. И второй хвостик выводим. Так. Завязываем узелок. И прячем хвостики. На несколько узелков, чтобы надежно и не так-то легко было его оторвать. Все. Прячем хвостики. Ну вот, шапочка готова. И шарф. Давайте померяем на нашу куколку, как она сидит на голове. Вот какая миленькая получается у нас Эльза. Все отлично. Симпатулька. Так, сейчас давайте свяжем с вами башмачки. Делаем скользящую петлю, воздушную петлю подъема и в кольцо провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. Затягиваем за хвостик
вяжем по спирали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, все правильно. И в первый столбик провязываем столбик без накида. Уже вяжем второй ряд. Первый мы провязали. Сюда же в этот столбик провязываем еще один столбик без накида. Здесь у нас прибавочка. 2 столбика. Давайте первый столбик отметим маркером, чтобы не промахнуться. И в каждый столбик предыдущего ряда провязываем прибавку по 2 столбика без накида. Итого у нас получится 16 столбиков. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Здесь мы делаем прибавки через 3 столбика. Итак, вяжем первый столбик, следующий второй, следующий третий, и теперь прибавочка. 2 столбика в 1 столбик. Снова вяжем 3 столбика, прибавочка. Так, вяжем до конца ряда, и у нас будет 20 столбиков без накида. Встречаемся в конце ряда. Подошли к отмеченному столбику, к первому. Третий ряд у нас готов. Далее 2 или 3 ряда на ваше усмотрение провязываем по 20 столбиков без накида. Здесь прибавки мы делать не будем. Вот в этом башмачке я сделала 3 ряда, 4, 5 и 6. Вот в этих башмачках сделала 2 ряда без прибавок. Они как-то поаккуратнее смотрятся. Но опять это зависит от нити, которую мы вяжем. Потолще, потоньше. Сейчас я провяжу 2 ряда 4 и 5 без прибавок по 20 столбиков. Вяжем самостоятельно. Провязала последний 20 столбик. Далее мы начинаем делать убавки. Итак, вяжем 6 столбиков без накида подряд. Первый, второй, третий, 4, 5, 6. И теперь нам надо сделать 4 убавки подряд. Вытянули, вытянули, закрыли 3 петли. Первая прибавочка готова. Вытянули, вытянули. Вторая убавочка. Вытянули, вытянули. Третья. Вытянули, вытянули. Четвертая убавка. И теперь оставшиеся 6 столбиков провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот что у нас получается. Башмачок уже стал сужаться у нас. Далее в следующем ряду также провязываем, начиная с первого столбика, 6 столбиков без изменений. Первый, второй, третий, 4, 5. Пятый перевяжу. Надо по 2 ниточки вставлять. 5 и 6. И далее идут 2 убавки. Первая убавочка. Вытянули. В следующий вытянули. Закрыли. И на следующих 2 столбиках также убавочка. Вытянули. Вытянули. Закрыли. И провязываем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6.
так. Хвостик этот потом спрячем. Далее можно было сразу его ввязать в ряд. Провязываем теперь 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь набираем цепочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в оставшиеся 5 столбиков провязываем по столбику без накида. Можно также украсить пуговичками, пришить сбоку какую-нибудь маленькую или кнопочку, цветочек, чтобы были понаряднее. 2, 3, 4 и 5. Последний столбик. И давайте вот эту перемычку, чтобы обвязать, чтобы она была попрочнее, можно так оставить, все, сделать закрепочку, и башмачок будет готов. Но мне хочется укрепить вот эту перемычку. И для этого мы вяжем также 4 столбика. Без накида. Так, 2. Вяжу туго. 3, 4. И теперь подарку провязываем, вот который у нас из 7 воздушных, 7 столбиков без накида. Первый, обвязываем арочку. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И в оставшиеся 5 столбиков первый, второй, третий, четвертый. В пятый давайте сделаем просто соединительный. И в первый вот предыдущего ряда также соединяем. Вытянули ниточку и давайте сделаем аккуратное соединение. Крючок потоньше возьму. Вот под следующую петлю вставляем крючок с изнаночной стороны, подхватываем, вытянули под петлей и обратно возвращаем туда, откуда у нас выходит ниточка. Такое красивое соединение. Все, хвостик сейчас мы спрячем аккуратненько. Вот первый башмачок у нас готов. Давайте аналогично этому свяжем и вторую, чтобы у нас была пара. Ну вот, мы связали с вами туфельки. Посмотрите, какие они аккуратненькие. Хорошо сидят на ножках, плотненько, не спадают. Готов шарфик и шапочка. Сейчас приступим к вязанию платья. Нам нужно связать сейчас вот такое платье. Сзади сделаем его на пуговице. Сделаем петлю и пуговицу пришьем. Здесь разрез, чтобы было удобно платье надевать. И украсим цветочком. Вязать буду платье также нежно-мятного, такого светло-зеленого цвета. А цветочек сделаю беленький, чтобы платья отличались. Вот у меня такой остаток, также акриловой нитки. Давайте начнем с цветочка. Оставляем хвостик подлиннее. Крючок возьму двоечку, 2 миллиметра. Сделали петлю начальную, 2 воздушные, накид, и сюда же вот в начальную петлю провязываем столбик с накидом, в начальную петлю.
2 воздушные. И в эту петлю в начальную делаем соединительный столбик. Вот первый лепесточек готов. 2 воздушные, 1, 2, накид, столбик с накидом сюда же в начальную петлю, провязали столбик с накидом, 2 воздушные, соединяем вот в середину цветочка в начальную петлю, второй лепесток готов. 2 воздушные, столбик с накидом в центр, 2 воздушные, соединяем в серединку цветочка, третий лепесток готов. Давайте еще провяжем самостоятельно 2 лепесточка. Итак, провязали 5-й лепесток, делаем закрепку и ниточку отрезаем, оставляем хвостик подлиннее, чтобы потом с помощью него пришить цветочек к платью. И давайте этот хвостик выведем в серединку, также в центр. Вот так 2 ниточки у нас сзади. Все, украшение для платья готово. Откладываем пока в сторону и вяжем само платье. Итак, беру нитки нежно-мятного цвета. Из какой пряжи я вяжу, можно узнать, посмотрев видео про куколку Эмили. Ссылку на этот мастер-класс по куколке я оставлю в описании под этим видео. Крючок сейчас беру 3 миллиметра. Делаем начальную петлю, но хвостик оставляем подлиннее. Это у нас будет потом петелька под застежку. Будем делать из этого хвостика. Так, сделали начальную петлю и набираем цепочку из 25 воздушных. 1, 2, 3, 4. Набираем самостоятельно 25 воздушных. Набрали цепочку. И теперь во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Первый, в следующую петлю второй столбик без накида, в следующую третий. Так, вяжем по цепочке в каждую воздушную петлю по столбику без накида. У нас получится 24 столбика без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Провязали первый ряд, вяжем второй, 2 воздушные петли подъема, 1, 2, разворачиваем. Здесь мы вяжем не по кругу, а поворотными рядами. Накид. И начиная с первого столбика провязываем 24 полустолбика с накидом. Вот у нас 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Первый накид, второй, третий, вставляем крючок под обе дольки, четвертый, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. 23 и 24 последний столбик провязываем в первый столбик. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд, 2 воздушные петли подъема, 1, 2, разворачиваем, накид, и в первые 3 столбика провязываем по одному полустолбику. Первый, в следующий второй, накид, в следующий третий. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, пропускаем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, и в следующий вяжем полустолбик с накидом, провязали. Далее у нас идет прибавочка, в один столбик провязываем 2 полустолбика, первый и сюда же второй. Вот, прибавочка готова. Далее у нас идут следующие 4 столбика по одному полустолбику, 1, 2, 3, 4.
Далее снова прибавочка, 2 столбика, полустолбика с накидом в 1 столбик, накид. Теперь 1 полустолбик, 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, пропускаем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, и в следующие 3 провязываем по одному полустолбику с накидом. Все, последний, третий. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд, 2 воздушные петли подъема, 1, 2, разворачиваем, сделали накид и провязываем также 3 полустолбика. В каждый полустолбик по одному полустолбику. Вот так. Давайте вот в третий столбик сделаем еще один полустолбик. Здесь у нас будет как прибавочка. Накид. Теперь под арку провяжем 7 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Далее в первый столбик, следующий вот у нас, который идет, провязываем прибавку, также 2 полустолбика, 1, 2. Далее в каждый столбик по одному до последнего. В последний здесь также провяжем прибавочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь в следующий делаем прибавку, 2 столбика, 2 полустолбика с накидом. Теперь в арку также вяжем 7 полустолбиков. Четвертый, 5, 6 и 7. В арку провязали 7 столбиков. Далее в первый столбик у нас будет прибавочка, 2 полустолбика. Вот, и в последние 2 так, ну здесь у нас было 2 петли подъема, давайте еще один провяжем, чтобы не было такого заступа здесь в вершину. Вот мы тут делали 2 петли подъема, вот во вторую петлю. Так, 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд, также делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем, накид, 3 полустолбика, 1, 2, 3, прибавочка, 2 столбика. Далее 6 столбиков провязываем,
Или давайте 7 сделаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь прибавочка. Так. И второй прибавочку сделали. Далее 6 столбиков. Ну, давайте вот до этого уголочка дойдем и также вот здесь прибавочку сделаем. Еще 3 провяжем. 9 у нас будет. Не 6, а 9. Тут полная импровизация. Так, теперь прибавочка. 2 столбика. И вот здесь прибавочку сделаем еще 4. Вяжем по одному пока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку. И теперь 4 столбика. 1, так, ниточки пушистые, мягенькие, очень приятные на ощупь. Я думаю, деткам всем тактильно они будут нравиться. 3, 4 и 5. Сделаем также вершину двух воздушных петель подъема. Так, 5 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Далее 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Разворачиваем и в каждый столбик вяжем по одному полустолбику. Здесь мы прибавок делать не будем в этом ряду. Давайте довяжем самостоятельно до конца ряда и встретимся. 6 ряд у нас готов. У меня получилось в ряду 39 полустолбиков. Вяжем 7 ряд. Мы с вами вязали поворотными рядами. Сейчас мы соединяем в круг и будем продолжать вязать уже по кругу. Все, соединительной петлей соединили. Также делаем 2 воздушные петли подъема, накид, и в следующий столбик провязываем полустолбик. Я вот в этот же, куда делала соединение, сюда же и провяжу, чтобы не было отверстия, а то какая-то дырочка получается. Так, следующий прибавка 2 полустолбика. Следующий 1. Далее 2. Прибавочка. 1 полустолбик. 2 прибавка. Так, вяжем до конца ряда.
Провязали последний полустолбик. Делаем соединение вершину начального полустолбика во вторую воздушную петлю подъема. И теперь все последующие ряды у нас будут без прибавок. Все, наше платье уже пышное. Как мы будем делать? Так будем начинать каждый последующий ряд. 2 воздушные петли подъема, начальный полустолбик, разворачиваем, чтобы наш узор не менялся, был одинаковый и с кокеткой. Накид. И в каждый столбик здесь мы уже вяжем без прибавок. Провязываем по одному полустолбику с накидом. Доходим до конца ряда, также делаем соединение, делаем 2 воздушные петли подъема, снова разворачиваем и обвязываем по кругу в обратную сторону, туда-сюда. Но соединение всегда делаем в одном месте. Так, вяжем рядов 5, 6, 7, смотря какой длины вы хотите, чтобы было платье на куколке. Можно примерять, представлять и смотреть, сколько нужно навязать. Давайте довяжем несколько рядов полустолбиками, встретимся и вместе сделаем застежку, пришьем пуговицу. Все, сделали соединение, ниточку отрезаем. Сейчас спрячем хвостик. Эта высота платья получилась у меня от горловины до подола 7 сантиметров. Можно подлиннее, покороче, кому как больше нравится. Вот такое платье-колокольчик. Так, хвостик спрячем. И нам нужно сделать петельку. Также можно просто при помощи иголки вот так прикрепляем чуть пониже, смотрим, чтобы пуговичка у нас проходила в петельку. Не очень маленькую, потому что детские пальчики не смогут справиться с маленькой петелькой. Вот закрепили, и можно ее еще обвязать, чтобы она была потолще. Но слишком большой, наверное, не надо делать, чтобы не слетало с пуговички. Вот так. И делаем закрепочку вверху теперь. Все, хвостик прячем с изнаночной стороны. Вот такая петелечка. Все просто, быстро. Пришиваем пуговичку и прикрепляем цветочек. Можно и сбоку, как брошечку, можно посередине. Я вот здесь сделаю по центру. Одна ниточка и через столбик второй хвостик. Так. Смотрим, все ровненько, аккуратненько. Я пока не буду вот на бантик, чтобы цветочек был съемный. Не пришила, а привязала. Сейчас прячем хвостики, пришиваем пуговички.
Ну вот, готово и платье. Посмотрите, какое оно нарядное. Этот цветочек украшает. Рукавчики, все красиво сидит. Пуговичка, все у нас с вами получилось. Как видите, вязать такую одежду очень интересно. Это отдых. Так что теперь у нас 2 куколки наряженные. Но мы еще продолжим с вами. Обязательно свяжем комбинезончик, кофту с длинным рукавчиком, как я обещала, на пуговичках, жилетку и юбочку. И будет шапочка другой модели еще. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!